Так, приехала покупка с Бангуда. Клавиши двухкомпонентные. Скажем так, одна часть вот матовая белая, другая часть, значит, черная. Сейчас покажу поближе эти клавиши. Вот. Клавиши выглядят вот таким образом. Видно, что белая часть целая, летая, а черная сверху напрессована, ну, типа заподлицо. Вот. Очень много было лестных отзывов за счет на эти клавиши в комментариях, и в YouTube находил ролики, и с ну, как бы англоязычные, но я слегка разочарован. Выглядит, конечно, все неплохо, но вот слегка разочарован. Брал для AN Pro клавиатуры, точно так же, как и многие советуют. По качеству клавиши оригинальные от AN Pro и эти не отличаются ничем, поэтому то, что пишет в описании, что AN Pro клавиши ABS, неправда, абсолютно одинаковая шероховатость. И вот я пользуюсь уже второй год, AN Pro нету никаких этих самых, ну, глянца, зализанности, ничего, абсолютно одинаковые клавиши. Вот. Что мне не понравилось? Клавиши разной величины. Оригинальные клавиши больше миллиметра на 2, наверное, чем вот эти клавиши. Поэтому эти клавиши стучат. Когда одеваешь клавишу, она стукает об корпус самих кнопок. Вот. На AN Pro я использовал оринги. Вот толщиной миллиметра полтора, наверное. Ну или один. Да, миллиметра полтора. Чтобы они не стучали. А еще оригинальные клавиши, они толще. То есть я сейчас не могу замерить, но даже на вид видно, что эти клавиши толще, чем которые приехали. То есть качество у купленных клавиш не такое высокое, как описывали в комментариях или в YouTube в роликах. Вот, примерно на полмиллиметра оригинальные клавиши толще, чем вот эти вот купленные. Значит, пришлось для того, чтобы избавиться от кликания самих кейкапов об кнопку клавиатуры, подкладывать два колечка, значит, два ринга. От этого пошло, ну, то есть основным клавишам ничего, вопросов нет, там хватает высоты перекрестия самого свеча. Вот. А вот вот эти клавиши, которые без стабилизатора, вот это и вот это, они шатаются. То есть вариант, либо они будут ниже на миллиметр основной клавиатуры, либо они будут шататься, они не держатся абсолютно на перекрестии, значит, самого свеча. Вот. Выглядит, конечно, в принципе это симпатично, ничего не скажешь, и более приятна подсветка, скажем так, разливается более равномерно, нет таких вот резких, как бы, да, просветов между клавишами. Приятно, конечно, ничего в этом плане. Но само исполнение, то есть идея двухкомпонентной клавиши классная, вот, но исполнение этих клавиш не такое хорошее, как хотелось бы. Вот. Брал, когда была акция на этот самый, на 11.11, вот, по $15, поэтому, в принципе, нормально. Так они стоят $25, там, до $30 на некоторых магазинах. Вот, и я считаю, что они абсолютно не стоят этой цены. Это цена клавиатуры уже целой. То есть $10-15 максимум для этих клавиш. Понятное дело, что как они поведут себя дальше, я не знаю. Как будут держаться, стираться, непонятно. Вот. Но некоторые цвета, которые мне не очень нравились при использовании классических черных клавиш, теперь очень даже приятный такой блум имеют. Вот. Как бы такой блум. И, ну не знаю, на вид интересно. Попользуемся, посмотрим. По нажатию из-за того, что поставил два колечка, хорошо, ничего не клацает. Свечи у меня красные, поэтому они не щелкают. А так вроде, ну, мягенько, приятно. Ссылку оставлю в описании, но брать по цене больше $15 не рекомендую. Можете переходить смотреть. Вот, и знаете, что они могут быть дешевле, чем на момент, когда вы посмотрите это видео. В комплекте, кстати, идет полноценная
ну, полностью набор всех клавиш, там сколько их, 104. Вот, но у меня маленькая клавиатура, поэтому некоторая часть клавиш осталась здесь, там в пакете еще лежат. В общем, все рассказал. Удачного дня.